В этом видео мы заглянем в город с волшебным названием Алба Юлия и, конечно же, остановимся там на полчасика, ну или чуточку подольше. Алба Юлия – вторая звезда Трансильвании, даже более того, всей страны. Город еще называют второй столицей Румынии. Именно здесь в 1918 году были подписаны документы, согласно которых Трансильвания вошла в состав Румынии, сформировав основы того облика страны, который мы сейчас знаем. С тех пор дата съезда 1 декабря является национальным днем Румынии и с особой помпезностью отмечается именно здесь, Алба Юлии. Но давайте пока пропустим урок истории. Для начала я лучше покажу вам главную изюминку города – крепость Алба Каролина. Так уж издавна повелось в Европе, уж если есть хороший холм, то на нем надо непременно возвести крепость. Вот и тут также. В начале 18 века весь старый город Алба Юлии был снесен, и на его месте было воздвигнуто это красивенное укрепление, которое вобрало в себя все основные достопримечательности города. Поэтому турист, у которого мало времени, прявой и наводкой отправляется к вратам крепости. Только есть один нюансик. Врата тут не одни, их здесь аж 4 штуки. Самые красивые ворота, на мой взгляд, третьи, которые выходят на смотровую площадку и обелиск памяти. А вот заезжать удобнее с парадной стороны. Ну, хотя бы потому, что там находится много бесплатных мест для парковки авто. Так много входов у крепости соорудили неспроста. Во-первых, она просто огроменная. Периметр ее стен более 12 километров. Поэтому обходить по кругу каждый раз было бы не очень удобно. Ну а во-вторых, дело в ее форме – семиугольной звезды, между лучами которой и размещены ворота. Такая форма крепости позволяла легко оборонять каждый из входов, поэтому на их возведение не особо скупились. Сейчас узнаваемый контур бастиона стал неким символом города и используется повсеместно, от клуб до канализационных люков. Гуляя по городу, вы не раз наткнетесь на эти красивенные звезды. Крепость имеет 3 системы защиты. Самый большой – внутренний ров, имеет ширину 27 метров, а рвы между крепостными стенами имели среднюю ширину – 9 метров. Обратите внимание на наклон стен крепости. Оказывается, так делалось не для увеличения прочности, а чтобы небольшие ядра и пули при обстреле рикошетили от стен и скатывались вниз. С высоты птичьего полета Алба Каролина выглядит просто необыкновенно. Правда, не могу пожаловаться на одну особенность Трансильвании. Погода здесь какая-то мистическая. Во время всей поездки она как будто и заигрывала со мной. За час менялась по 5 раз. Ну вот то 10 минут на улице яркое солнце, то резко на город опускаются облака и затягивает туман. Все как по закону подлости. Только я подниму в небо дрон, как видимость сразу улетучивается. В общем, заснять всю эту красоту с воздуха у меня в этот раз получилось лишь отчасти, как будто сглазил кто-то. В церковь сходить, что ли? Одной из главных достопримечательностей города является кафедральный собор Святого Михаила, который является символом Алба Юлии и одним из наиболее значимых исторических памятников Румынии. Собор был построен еще в XVIII веке и представляет собой высокое кирпичное сооружение в готическом стиле. Внутри собора можно увидеть множество украшений, статуй, алтарей и красивых витражей. Если у вас нет лимита по времени, обязательно туда загляните. Внутри крепости имеется и второй, более грандиозный храм.
Это православный собор Святой Троицы, или же, как его часто называют, собор Коронации. Собор имеет форму вписанного греческого креста, выполнен в византийском стиле с различными декоративными украшениями. Он был построен в начале 20-х годов прошлого века специально для коронации короля Фердинанда и его жены Марии. Церемония венчания на царство состоялась во дворе собора, поэтому здесь у входа в 2008 году были установлены бюсты королевской четы. Королева Регина Мария. Ну вот король, да и король. Отчего же ему такой огромный собор отгрохали-то? А секрет в том, что это первый монарх объединенной Румынии. Как я уже рассказывала, до Первой мировой войны Румыния хоть и была королевством, но не включала в себя большинство румынских княжеств. Трансильвания в те годы была оккупирована Австро-Венгерской империей, и там постоянно разгорался этнический конфликт. Правда, после поражения в Первой мировой войне влияние последней сильно ослабло. Представительства княжеств собрались в Алба-Юлии и подписали знаменитую резолюцию об объединении в Великое Румынское королевство. Ну, само собой, новосозданной европейской державе понадобился монарх, которого, собственно, и привели к престолу именно здесь, в соборе Коронации. Но что-то я увлеклась. Вернемся с небес на землю. Если вы по моей рекомендации припарковались у западных стен Алба-Каролины, то ваш путь в крепость начнется с посещения обелиска памяти, который воздвигнули в честь того самого судьбоносного для страны съезда. Даже беглый взгляд на обелиск подсказывает, что он был установлен относительно недавно. Все дело в том, что всего пару лет тому крепость прошла массивную реставрацию в рамках европейской программы по реконструкции. Это в наше время Алба-Каролина – жемчужина всей Европы, а в социалистический период она была лишь заброшенным памятником истории и отчаянно нуждалась в обновлении. Евросоюз пожертвовал более 60 миллионов евро на реставрацию крепости. Еще 10 миллионов взяли из местных бюджетов. Но этого все равно оказалось недостаточно, чтобы реализовать все задуманные планы. В 2015 году обновленная крепость открыла свои двери для туристов, а в 2018 году, к столетию Великого Собрания, был установлен вот этот монумент. Правда, стоит заметить, что он сразу пал в немилость у горожан, которые стали критиковать поспешность его возведения. Кому-то покоя не давала форма обелиска, которая по заверениям местных напоминает фаллос, а кто-то и вовсе стал подшучивать, что мэр установил памятник Фейсбуку у них в городе. Но ведь похоже же. У подножья монумента разместился большой симпатичный фонтан, а также небольшой парк с клумбами. Если пройти по парку к крепости, то мы выйдем на широкий подвесной мост, пройдя по которому можно оценить размеры и массивность защитного рва. Правда, сейчас уже он не несет оборонительную функцию. Зимой внизу размещают каток и устраивают рождественскую ярмарку. С учетом прекрасной вечерней подсветки крепости, место во время рождественских каникул приобретает просто магическую привлекательность. Пробравшись через красивые ворота в крепость, нас у входа встретит бронзовый мушкетер. И здесь он не поодинокий герой. По всей Албе-Каролине разбросаны подобные бронзовые человечки. Их добавили, чтобы немного оживить свободное пространство внутри массивной крепости. И, должна сказать, это сработало. Все они запечатлены в причудных жизненных позах. Как будто вы попали в сказочный город, и какой-то волшебник взмахом волшебной палочки остановил время, превратив жителей в бронзовые фигуры. Смотри, он такой говорит: разрешите, я вас приглашу на танец? Он такой: нет, что вы, у вас нет танцевальной книжки. Кстати, у статуи есть еще одна особенность. Они обошлись городу всего в 10% от рыночной стоимости, за что их скульптор получил массу упреков от коллег по цеху. Все дело в том, что проект реставрации крепости проходил со значительным превышением бюджета. На финальном этапе денег на запланируемые статуи почти не осталось. Выкрутиться удалось так. Скульптор согласился работать за 10% от гонорара, а город при этом не влазил со своими хотелками к скульптурам.
В результате мастер отказался от использования натурщиков, и вместо них он использовал образы своей семьи и друзей. Может быть, в деньгах и убыло, но зато какую память он о себе оставил потомкам. С колоколом, который установлен в крепости, мастер опять же схитрил. На нем выгравирована цитата из резолюции Великого национального собрания. Только вот цитата с ремарочкой. Слово «Венгрия» из текста было удалено. Похоже, на пана Орбана во всей Европе зуб имеется. На площади возле колокола притаилась и более древняя историческая отсылка. Нас здесь дожидаются останки античного города и статуи римских солдат. Ну и, как вы сами понимаете, появились они тут не случайно. Все дело в том, что румыны не первые, кто оценили стратегическое значение здешнего холма. История этого городка началась более 2000 лет назад. Тогда здесь находился довольно большой город даков. Позднее его захватили римляне. С тех пор город стал величаться как Апулиум. А с XI века в летописях встречается еще одно название – Белград, из-за его белоснежного мраморного убранства. В крепости можно найти еще массу других интересных объектов. Если вы не ограничены временем, то можете выделить на посещение целый день. Ну а я себе такую роскошь позволить не могу. Пора выбираться наружу, и сделаем мы это через те самые третьи врата, про которые я вам рассказывала. Место очень красивое и атмосферное. Ворота украшены множеством барельефов, поэтому полюбоваться ими можно долго. На верхушке ворот есть одна малозаметная дверка, через которую можно попасть внутрь расположенной там небольшой кельи. Перед главным входом в крепость установлен обелиск, посвященный памяти Хорея, Клошки и Кришана, 3 руководителям крупнейшего крестьянского бунта в Трансильвании. Восстание произошло в 1784 году, когда отряды бедняков взбунтовались против произвола австрийских дворян. Несмотря на то, что выступление крестьян было жестоко подавлено, а его руководители казнены, восстание все же добилось результатов. В том же году австрийская власть вынуждена была смягчить условия и отменить крепостное право. У подножья обелиска разбита неплохая смотровая площадка, откуда уставший путник может полюбоваться видами потрясающего города. Ну а если путник совсем устал, то рекомендую заглянуть в рядом расположенный паб номер 13. Он спрятался прямо внутри городской стены и считается одним из самых изысканных заведений города. Ну а я, как всегда, спешу, а потому перекушу уже на заправке. Мне ведь еще предстоит успеть к главной жемчужине нашего сегодняшнего путешествия.